Сегодня очередной выпуск новостей из мира шоу-бизнеса и антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. В Москве произошел арест бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его обвиняют в получении крупной денежной взятки 46 миллионов рублей. По словам Александра Бастрыкина и главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, Эльдару Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. До 15 ноября текущего года он будет находиться в следственном изоляторе города Москвы. Заместитель антикоррупционного комитета и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сделал громкое заявление, которое шокировало общественность России. Андрей Ремович заявил, что в тяжелый момент для страны сыновья чиновников, министров, депутатов и других представителей высших эшелонов власти должны находиться на передовой вместе с простыми российскими ребятами, а не отсиживаться в тылу в теплых квартирах. Андрей Белоусов заявил, что готов личным примером показать, как нужно защищать Родину, и вместе с другими представителями высших эшелонов власти отправиться на СВО. Надо отметить, что это не пустые слова. Еще 2 месяца назад младший сын Андрея Белоусова трагически погиб при участии в спецоперации. Известный советский и российский актер получил тяжелую травму прямо во время театрального выступления на премьере спектакля под названием «Кыся». Дмитрий Нагиев серьезно повредил правую ногу, однако у артиста хватило силы воли доиграть спектакль до конца, и только после этого он был госпитализирован. Накануне вечером на известного общественного деятеля Валентину Ивановну Матвиенко было совершено нападение с печальными последствиями. Чрезвычайное событие произошло в Санкт-Петербурге в районе торгового центра «Питер-Радуга». Возле торгового центра Валентина Ивановна давала интервью питерской прессе. Неожиданно к журналисту и общественному деятелю подошли 3 неизвестных молодых человека, которые попытались вырвать у Валентины Матвиенко сумку с деньгами и важными документами. В момент нападения охранники Валентины Матвиенко находились в автомобиле, поэтому не сразу оказались около места происшествия, что и привело к печальным последствиям. В результате нападения Валентина Матвиенко потеряла равновесие и упала на землю. К тому же общественный деятель получил сильный удар по голове тяжелым предметом. Охранникам удалось задержать преступников и удерживать их до приезда полиции. Состояние здоровья Валентины Матвиенко диагностируется как средне-тяжелое. Пресс-служба антикоррупционного комитета передает трагические новости из мира шоу-бизнеса. 2 дня назад ушла из жизни супруга известного советского и российского грузинского певца Сосо Павлиашвили. Причиной трагической ситуации стало онкологическое заболевание. К слову сказать, что супруга Сосо Павлиашвили была моложе мужа на 16 лет. Сегодня утром появилась информация, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков разводится со своей супругой, дочерью известного бизнесмена Алены Красновой. Сначала Никита Пресняков опровергал данную ситуацию, однако позже стало известно, что ситуация действительно серьезная. У Алены Красновой и Никиты Преснякова произошла крупная ссора на фоне политических событий. Алена Краснова вернулась в Россию, а Никита Пресняков не захотел ехать за своей супругой и остался в Соединенных Штатах Америки. Как стало известно, Никита Пресняков не возвращается в Россию не только из-за семейных проблем, но и из-за политической ситуации. Ведь Никита Пресняков, находясь в России, может быть подвержен мобилизации и отправлен на спецоперацию. Сегодня утром в Санкт-Петербурге простились с внучкой известной советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих Татьяны Фрейндлих.
Татьяна оставила фамилию бабушки и была молодой российской актрисой. Она играла в российских киносериалах и выступала на театральной сцене. Отметим, что внучка Алисы Фрейндлих погибла несколько дней назад в результате нападения на квартиру члена антикоррупционного комитета и своей бабушки Алисы Фрейндлих. В результате нападения сама Алиса Фрейндлих получила тяжелые ранения, а ее внучка, к сожалению, погибла. По-прежнему критическим остается состояние здоровья членов антикоррупционного комитета, известных артистов, актрисы Ирины Муравьевой и легендарного композитора Раймонда Паулса, которые подверглись нападению несколько дней назад. Также в критическом состоянии находится и сын Руслана Байсарова, Дени Байсаров. В эти дни в Москве проходят дни памяти известных советских артистов, поэта-песенника Михаила Танича и актера Всеволода Ларионова. Михаилу Таничу мог бы исполниться 101 год, а актеру Всеволоду Ларионову 93. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.